Итак, приветствую вас во второй части нашего комбинезончика. В первой части нужно было провязать шейку, горловину, сделать расчет, замеры, расчет, да, все это сделать и распределить петельки. Для начинающих девочек объясняю, мы вот здесь вот на грудке прибавки вот с этой стороны, да, если по чертежу смотреть по-нашему, мы делать не будем. Поэтому, чтобы вы, например, не путались, да, я предлагаю сделать здесь другой маркер. Ну, опять-таки же не маркер, вот это вот, да, оставить маркер только здесь, то есть после регланной линии. Вы здесь вяжете, здесь у нас будет прибавка. Но дело в том, что как бы это будет маркер, нам будет мешать делать прибавочку, поэтому я предлагаю этот маркер перенести вот между вот этими нашими изнаночными петлями. Это будет говорить о том, что вот эти две изнаночные петли это наша регланная линия, и что мы здесь делаем прибавку после регланной линии. Здесь советую, да, как бы поступить аналогично. Вот наша регланная линия, это вот, да, регланная последняя. Если по ходу вязания, то это последняя регланная линия. Здесь тоже, чтобы нам было удобно, мы один маркер убираем, а один точно так же вставляем между двумя петлями регланной линии. То есть здесь мы будем делать перед регланной линией прибавку, вот здесь, да, перед, здесь после, здесь перед. Все, а здесь мы будем, в этой регланной линии, мы будем с вами делать, тоже предлагаю здесь между сделать маркер, между вот этой регланной линией, ну, сделать другой маркер. Почему, сейчас объясню. Чтобы вы знали, что когда вы доходите до другого маркера, там, ну, или другим цветом, или другой ниточкой можно сделать, что на этом месте у вас будет прибавка и до регланной линии, и после регланной линии. Это вот эти две у нас регланные линии, где мы делаем прибавку и с этой стороны, и здесь, и с этой, и с этой. И поменять вот этот вот тоже маркер на другой цвет. Ой, сейчас. Вот, и воткнуть между, также между двух изнаночных. То есть здесь, когда мы доходим вот до спинки, до этих маркеров, да, другого цвета, мы на них делаем прибавки до и после. Здесь мы делаем прибавки после, здесь до. Все. Сейчас в процессе вязания я вам все это покажу. Прибавки я буду делать накидом или накидом, кому как удобно называете. Почему, сейчас объясню. Потому что в круговом вязании как такового изнаночного ряда не существует. И чтобы нам не сбиться со счету, какой ряд мы провязали, первый или второй, значит, в первом ряду, в лицевом, да, и назовем его так, мы будем делать прибавки накидом, а во втором ряду мы будем провязывать этот накид. То есть тем самым мы не запутаемся, в каком ряду мы сделали прибавки, а в каком не сделали. Значит, в одном ряду мы делаем прибавки, в другом мы их провязываем. Это как бы, ну, я думаю, что для всех будет так удобней. Сейчас я перемещу немножко камеру наверх, чтобы мои спицы поместились, и буду вам показывать уже, как вязать. Пряжа темная, вы знаете, и поэтому как бы, ну, буду проговаривать все свои действия, может быть, будет плохо видно. Смотрите, мы начинаем, вот мы начинаем, да, вот наше начало по рисунку, смотрим, перед лицом его держим, вы можете не держать, я буду вместо вас это делать. Смотрите, у нас мы наметили с вами лицо, изнанка, лицо, и довязываем до нашего, так сказать, маркера, да, до регланных линий. Со стороны грудки мы с вами договорились, что никаких мы не будем делать прибавок, они нам там не нужны. Вот. Провязываем, как идет у нас все по рисунку. Вот наша регланная линия, дошли мы до этих двух изнаночных, вот они, провязываем их. Можно маркер переснимать. Ну, мне неудобно, я потом впоследствии смогу их снять. Вот смотрите, самое главное, мы провязали нашу регланную линию и делаем прибавки уже после нее.
То есть со стороны, вот видите, вот здесь вот я отмечу. Вот здесь мы будем делать прибавки. Вот здесь мы будем делать прибавки. Это наш рукав. Со стороны спинки мы будем делать прибавки. С этой стороны спинки мы будем делать прибавки. С этой стороны рукава и с этой стороны рукава. То есть грудка у нас без прибавок. Поэтому вот это сейчас у нас грудка здесь перед нами. Поэтому мы довязали до первой нашей регланной линии. Делаем прибавку. Я буду делать как бы, ну, моим способом, чтобы было все симметрично, в симметричности, сохранить симметричность, делаю от себя накид. Вот такой вот. Провязываю 2 петельки рукава. Вот они у нас, мы наметили их. Дошла до следующей регланной линии. Вот. Здесь у меня, видите, другой маркер стоит, поэтому мы делаем прибавку с двух сторон. Здесь я делаю накид на себя, провязываю изнаночную, перекидываю маркер. Да, это наша регланная линия, которая состоит из 2 изнаночных. Еще одну изнаночную. И после регланной линии я делаю накид от себя. Запоминаем, что когда мы делаем прибавку после регланной линии, мы накид делаем от себя. Когда мы делаем прибавку перед регланной линией, мы делаем накид на себя. Все, да? Дальше мы с вами решили делать, точнее я решила, вы не знаю как, рисунок на спинке. Вот эти петли, 2 лицевых мы сохраняем, 2 изнаночные мы сохраняем, а потом начинаем делать рисунок. Рисунок у меня будет коса, которая будет состоять из 6 петель. То есть вот эти 6 петель сейчас я все провязываю лицевыми. 2, 3, 4, ой, видите, разъединилась. 3, 4, 5, 6. Это центральные 2 изнаночные петли. Вот они у нас в центре стоят, изнаночные. Мы их так и сохраним изнаночными. Так они у нас будут, и они у нас выделят наши косички. Косички отделят друг от друга. Со второй половинкой спинки я поступаю то же самое, 6 лицевых, то есть в зеркальном отражении. Теперь пошла вторая половинка нашего комбинезона, мы ее вяжем в зеркальном отражении. То есть 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом изнаночные сохраняем, лицевые сохраняем. Все, дошли до нашего маркера, где с обоих сторон нужно сделать прибавку. То есть перед регланной линией мы делаем накид на себя, провязываем 2 петли регланной линии. И после регланной линии делаем накид от себя. Вот так провязываем 2 петельки рукава второго лицевые. И вот здесь мы сейчас вот на этом месте, вот мы все уже провязали с вами. Вот здесь делаем последнюю прибавочку перед регланной линией, значит накид на себя. И провязываем регланную линию. Все, дальше у нас 8 петель нашей грудки. Мы все вяжем по рисунку, как у нас идет наша лапша. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. И изнаночные. Все. Считайте, что это у нас был с вами лицевой ряд в изнаночном ряду. Все мы вяжем по рисунку и включаем в работу наши накиды, которые мы сделали. Сейчас покажу вам, каким образом мы поступим. Вяжем дальше нашу лапшичку по рисунку. 2 лицевой, 2 изнаночные. Доходим до маркера, переснимаем его. Ну, пока не мешает, переснимаем. Вот наш накид, смотрите. У нас здесь изнаночная, здесь лицевая, но мы соблюдаем рисунок нашего рукава. То есть мы подстраиваемся под рисунок рукава, не обращая внимания на наши вот эти вот изнаночные регланные линии. Поэтому, если у нас в центре с вами получается, смотрите, на рукаве лицевая, значит,
по идее, ну не по идее, а мы будем вот эту прибавку провязывать изнаночной, чтобы сохранить рисунок. Но нам надо ее провязать за переднюю стеночку, вот эта, которая перед нами. Скрещенной за переднюю стенку изнаночная. Потом провязываем 2 петельки рукава, которые у нас были, и у нас еще один накид. И его мы тоже, видите, мы будем, когда прибавлять, мы будем сохранять рисунок. Как бы вот этот центр у нас 2 лицевые, это будет, от чего мы будем отталкиваться, да? Значит, у нас должна быть изнаночная, но здесь мы ее должны провязать за заднюю стенку скрещенной изнаночной. Так, сейчас я попробую. Вот так, заднюю стеночку мы берем и провязываем изнаночной. Все. Дальше идут наши петли регланной линии. Так, переснимаем. Оп. Кстати, маркеры все время мешаются. Вторая петля регланной линии. И тут у нас идет прибавка. Эту прибавку мы уже будем относительно спинки. То есть, если на спинке у нас здесь идет лицевые, значит, это тоже мы делаем изнаночную за переднюю стенку. Мы наши прибавки включаем в работу соответственно нашего рисунка. Не соответственно регланным линиям, а соответственно рисунку. Все, дальше мы спиночку провязываем без изменений. Пока мы косы еще формировать не будем. Мы это сделаем попозже. То есть, как у нас здесь шло по рисунку. 6 лицевых, так и идет. Вот. А с другой стороны, сейчас я вам еще раз повторю, покажу. Тут у нас центральная наши 2 изнаночные. И переходим на вторую сторону спинки. 6 лицевых мы провязываем под наши косы. И дальше по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые. И дошли до нашего накида. Так как 2 лицевые, значит изнаночная. Изнаночная за заднюю, вот эту вот за заднюю стенку скрещенную. Ну, надо нам провязать ее изнаночной. Почему скрещенной, объясняю. Потому что если мы будем провязывать накид так, как он идет по рисунку, у нас здесь будут дырки. А скрещенная петля не дает образовываться вот этим дырочкам. Дальше регланная линия изнаночная. Так, маркер снимаем. Еще одна регланная линия. Ну, петля регланной линии. Дальше у нас уже, соответственно, нашего рукава. Лицо, значит, мы провязываем здесь изнанку, но за переднюю стенку скрещено. Ой. Вот так. Вот так. Так, с первого раза не получается. Дальше вяжем рукав. Так, рукав 2 петельки. И вот наша последняя прибавочка перед регланной линией, значит, за заднюю стеночку скрещенной, изнаночной петлей скрещенной за заднюю стенку. Все. Дальше наша регланная линия изнаночная. Переснимаем маркер. Здесь, видите, маркер уже начинает цепляться. Угу. Пересняли маркер. И дальше все у нас тут без изменений идет по рисунку. 2 лицевых, 2 изнаночных. Все. Вот. Дальше это будем считать, что мы провязали с вами изнаночный ряд. Теперь у нас второй лицевой ряд, в котором опять нужно делать прибавку. Опять начинаем ряд, провязываем тут мы до маркера спокойно, по рисунку, как у нас и идет все. Ничего не меняем. Вот регланной линии дошли мы, изнанка, пересняли маркер, еще одна изнанка. Вот. После регланной линии мы делаем накид от себя и провязываем уже с учетом наших прибавок. Изнаночная, 2 лицевых, видите, у нас уже по одной изнаночной прибавилось, и изнаночная. Вот рукавчик. И дальше петли
дальше делаем опять прибавку. Делаем на себя. Вот так. Накид. Регланная линия. Переснимаем маркер. Еще одна петля регланной линии. Делаем прибавку от себя. И провязываем изнаночной, который мы прибавили до этого. Все. Спинку опять-таки же мы вяжем без изменений. Пока перекрещивание еще нам рано делать. Потому что если мы сейчас сделаем косичку, вывяжем, то, ну, во-первых, это будет некрасиво, это рано еще. И ничего не видно будет. Вот видите, здесь мы еще мало лицевых провязали. Здесь еще как бы скрещивать, ну, нечего. Вот. Вторая часть. Симметрично все у нас с вами идет. Получается. Провязываем 6 лицевых. И дальше по рисунку 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, да, так, лицевая. Вот здесь нам надо делать прибавку. Ой, сейчас уберу. Вот это была прибавка предыдущего ряда. Еще одну делаем на себя накид. И вот регланная линия у нас. Первая петля регланной линии. И вторая петля регланной линии. И здесь мы делаем прибавку от себя. И провязываем петельку изнаночной. Ого, как все запуталось. Вот. Поэтому не люблю маркеры. Они только мешаются. Вот. Дальше мы вяжем рукав, петли рукава. Уже с учетом нашей прибавки. Изнаночная петля, вот она. И вот мы перед маркером. Мы делаем прибавку на себя, накид. Провязываем изнаночную петлю одну регланной линии и вторую. Все. Ряд мы заканчиваем по рисунку. Вот. Следующий ряд мы провязываем как изнаночный. То есть как до этого было, да? Ой, ну я покажу вам еще раз, хотя бы половинку, да? То есть довязываем опять до регланной линии. Это у нас с вами уже 4-й ряд. Мы уже сделали с вами 2 прибавки. Дошли мы вот до регланной линии. Ой. Сейчас, минутку, зацепился маркер. Так, вот это вот изнаночная, да, вот она. И вот наш накид. За переднюю стеночку тоже мы провязываем еще одну изнанку. Вот. Раз, два у нас в рукаве уже, смотрите с вами, 2 изнаночных, 2 лицевых в рукаве, да, изнаночная, первая прибавка, и изнаночная вторая прибавка. Вот накид за заднюю стеночку скрещенным. Вот. Вот у нас уже с вами на рукаве, видите, сколько петелек получилось. Было 2, стало уже 6. Вот, теперь наша регланная линия, изнанка, еще одна изнанка, и вот накид скрещенный за переднюю стеночку, изнаночный, и еще одна изнаночная. Все. Вот. Дальше провязываем все аналогично. Это изнаночный ряд. Здесь мы точно не будем делать косичку, формировать до конца. В лицевом ряду, сейчас мы с вами встретимся в начале лицевого ряда, и я вам покажу, как делать прибавки. Дальше у нас пойдут лицевыми петлями. Вот. Сейчас мы пока что вяжем все без изменений. Сейчас мы провяжем вот эти ряды. Посмотрим, может быть, уже нам пора сделать косичку. Я просто хочу вам тоже показать,
косичку, хотя это просто обычная косичка будет 3 на 3. Мы просто будем здесь в одну сторону ее заворачивать, а здесь и в другую сторону заворачивать. Ну, кто уже вяжет, он уже знает принцип, а для новичков я, естественно, покажу, как это делать. Так, продолжаем мы с вами. Смотрите, у нас третий лицевой ряд, или если сквозную сделать нам с вами нумерацию, это 5-й ряд. Сейчас будем делать мы с вами прибавки, да, нужно делать нам, поэтому провязываем. Эти маркеры мне мешают лично, хочется скорее их уже снять. Довязываем до маркеров. Первая петля регланная, переснимаем, вторая, и делаем накид от себя. И не забывайте, пожалуйста, что последовательность, сохранять последовательность вязания, я имею в виду наших петелек. Это сейчас будет видно у нас в изнаночном ряду, когда мы будем провязывать наши накиды. Вот дошли, да, не забывайте, на себя мы делаем. Регланная линия, 1 петля, 2 петля, опять от себя. Пальчиком придерживайте вот здесь, если вам неудобно, видите, я указательным пальцем придерживаю. А потом, если все-таки вам сложновато делать такие прибавки, делайте прибавки так, как вам удобно. Это вообще как бы не принципиально. Главное соблюсти их количество и их последовательность, и их вывязывание. Так, мы провязываем здесь пока спинку еще мало, еще рядок мы с вами сейчас провяжем, потом будем уже делать косы. Вот, да, я думаю, в следующем лицевом ряду мы с вами будем делать уже косы. Вот, так что давайте довязываем ряд до конца. Самое то, что я хотела вам показать, как провязывать лицевые петли, когда мы будем прибавлять, это будет в изнаночном ряду. Итак, смотрите, вот изнаночный ряд у нас 6-й с вами, да, провязываем мы все по рисунку до нашего накида. Первая петля регланная, переснимаем, 2 петля, вот наш накид. Но теперь мы будем с вами, так как мы уже, видите, рисунок формируем, да, у нас начинали мы рукав с 2 лицевых, у нас было 2 изнаночные, мы уже прибавили с этой стороны, 2 изнаночные с этой стороны. Теперь вот у нас накид, теперь у нас лицевые должны быть. Поэтому мы за переднюю стенку перекрещенную делаем, но лицевой провязываем. Вот. Видите, получается. Дальше по рисунку идем. Изнанка, изнанка, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Видите, рукавчик у нас уже насколько с вами прибавился. Вот видите, было 2 петли, уже вон сколько. Вот, и вот у нас идет перекрещенная. Нужно провязать перед регланной линией перекрещенную за заднюю стенку лицевой. Ой, все правильно, за заднюю стеночку. Вот так. Перекрещенная в другую сторону она поворачивается. Изнаночная первая регланной линии, изнаночная вторая, и вот у нас перекрещенная здесь после регланной линии мы за переднюю стеночку провязываем перекрещенную лицевой за переднюю стенку. Все, дальше у нас идет с вами уже рисунок. Изнаночная, изнаночная и так далее. Это изнаночный ряд. Здесь мы пока без изменений идем. Прибавлять, косичку мы с вами тоже также будем формировать в лицевых рядах, там, где делаем накиды, чтобы не запутаться. Вот так. Все. Дальше по рисунку. И встретимся с вами уже в лицевом ряду. Ну, давайте еще раз я вам... в смысле, что вам еще раз показывать. Тут накиды, так мы и делаем. Мы уже встречаемся, когда будем формировать с вами косичку.
Так, смотрите, провязала я еще один лицевой ряд. Вот сделала накид, здесь сделала накид прибавку. Не забывайте, что у вас уже здесь лицевая, да, одна петелька лицевая в рукаве. Ну, везде прибавилась по лицевой. Самое главное соблюсти, вот не забывайте соблюдать рисуночек, как вот он идет. Вроде бы кажется, ну что там сложного, 2 лицевые, 2 изнаночные. А вот это вот чередование и соблюдение рисунка требует очень, как бы, ну так, сконцентрированно, внимательно все делать. Дальше, смотрите, перешла я на спицу, на вторую уже, где у нас спинка, где мы будем с вами делать косички. Вот у нас 6 петель, да, коса будет состоять 3 и 3. Я переснимаю 3 петли на правую спицу, не провязывая, снимаю их. Ниточка за работой. Следующие 3 лицевые провязываю. Теперь эти 3, которые я снимала до этого, да, первые 3, я их поддеваю вот так обратно. Внимательно, чтобы ничего не зацепилось. Вот. Здесь указательным пальцем сзади я придерживаю и вытаскиваю спицу. И меняю их просто местами. И опять одеваю уже с этой стороны на правую спицу. Вот, видите, мы их поменяли местами. Петельки. Мы их перекрестили. И теперь эти провязываем тоже лицевыми. Вот. Мы сделали первое с вами перекрещивание. Да? Просто смотрю в камеру, видно, не видно, потому что мне отсвечивает камера и не видно. Ой, делаем теперь со второй стороны. Будем, что у нас косички друг на друга перекрещиваются, поэтому здесь нам нужно сделать, оставить рабочую ниточку перед работой. Точно так же снимаем 3 петли первых, но оставляем их, видите, за рабочей нитью теперь. Провязываем 3 лицевыми. 1, 2, 3. И теперь снимаем только за работой уже. Вот эти первые, которые у нас с вами не провязанные петельки. Вот так. Убираем спицу, придерживаем вот эти петельки. Одеваем их теперь с этой стороны на спицу. И вот они у нас перекрещенные получились, но в другую сторону. И провязываем эти 3 лицевые теперь, которые мы поменяли местами. Все. Вот видите, вот такое перекрещивание у нас с вами будет получаться. Будем мы его делать с вами в каждом 6-м ряду. То есть 5 рядов провязываем, в 6-м делаем. Опять-таки же это будет у нас в лицевом ряду происходить все перекрещивания. Дальше мы вяжем с вами по рисунку. И так далее продолжаем. Так как этот ряд у нас с вами лицевой, значит мы делаем с вами прибавки. Вот у нас 1 лицевая, не забывайте. Мы ее прибавили в предыдущем ряду. Теперь нам надо сделать прибавку на себя перед регланной линией накид, на себя. Регланную линию провязываем, переснимаем злосчастный маркер, который мне все время мешается. Еще 1 изнаночная регланной линии, делаем накид от себя, лицевую, не забывайте, у нас по рисунку она идет уже лицевая. Теперь 2 изнаночных, это у нас уже рукав с вами идет. И вот дальше продолжается у нас с вами рукав. 2 лицевых, 2 изнаночных и 1 лицевая, которую мы уже с вами прибавили, и прибавляем еще 1. Все, дальше вяжем мы с вами до конца. Все последующие, вот мы с вами сделали, да, мы уже половину работы с вами сделали, ну, реглана, да, уже половину вывязали. То есть мы с вами сделали 4 прибавки. Всего мы с вами планировали их сделать 8. Вот, все то же самое нам нужно еще раз проделать, те же манипуляции, все то же самое. Можете прям перематывать и с первого ряда дальше продолжать. И вот такие же перекрещивания. И
мы с вами встречаемся уже, когда мы с вами сделаем по 8 прибавочек. Вот здесь можете, ну, сейчас, если вы изнаночный ряд провяжете, вы увидите, что у вас уже вот здесь вот 2 лицевых, 2 изнаночных на рукаве, еще 2 лицевых, то есть прибавки, они есть. Они есть, и все красиво сделано, и все симметрично сделано. И потом в готовом изделии все это будет аккуратно, очень красиво выглядеть. Просто нужно немножко, кому непонятно, как бы сосредоточенно все это еще раз, может быть, просмотреть. Ничего сложного нет. Объясняла максимально. Я, понятно, я, видите, перенесла сюда маркер, чтобы видеть, чтобы он мне не мешался. Я знаю, что вот эти 2 изнаночные, это как раз регланная линия. И здесь я точно так же сделала. Вот. Так что давайте самостоятельно. И встречаемся уже в конце. Будем решать, что нам делать дальше. Итак, я провязала, я надеюсь, вы тоже, 8 прибавок. Что мы имеем? Как раз вот перекрест еще один сделала и провязала еще один как бы ряд, да? Вот, видите, что у нас с вами с косичками получается. Вот так, да? Видно? Вот. И что с прибавками? Вот наш рукав. Теперь давайте все это озвучим в цифрах. Я вам объясню, как это все в цифрах обстоит. Смотрите, мы с вами сделали по 8 прибавок. С этой стороны на спинке, с этой стороны. На рукавах с обоих сторон. На рукавах мы сделали, да? Теперь что мы имеем? Имеем следующим образом, да? У нас с вами провязалась, вот я вам померяю, напомню, что грудка по высоте, да, вот эту высоту мы сейчас с вами связали реглан, вот он, да, высота грудки 6 сантиметров была. Давайте измерим. Вот она, получается у нас 6 сантиметров, как раз вот здесь вот. Это все, с этим понятно, с этим достаточно. Теперь по цифрам, смотрите, мы делаем вот так, да, сейчас это у нас было, это у нас, как говорится, стало, да, что мы с вами навязали. 22 петли у нас с вами было. Давайте я возьму другой маркер, чтобы было понятно, да. 22 петли у нас было. Плюс 8 мы сделали с этой стороны прибавок. Плюс 8 с этой прибавок, да. И 2 регланные линии, они тоже у нас уйдут в эту сторону, на спинку. То есть мы прибавляем 2, и мы прибавляем 2. Вот так вот. Итого, что мы имеем, да, 10, 10, 42 петли. Да, давайте будем проверять. 22 плюс 8 плюс 8 плюс 4 плюс 42. Все, замечательно. Спереди, да, вот на грудке мы с вами прибавочки не делали. У нас с вами было 14 петель. Плюс 2 вот эти сюда тоже уходят на грудку, регланные линии. Плюс 2 и плюс 2. Итого мы с вами имеем 18 петель. Да, 42 плюс 18 получается 60. Здесь у нас должно быть 58. То, что мы с вами 2 петли перевязали, это ничего страшного. Это то же самое, как вот здесь вот 48 тоже как бы 6 петель, ничего страшного. Я имею в виду ничего страшного именно для этой вязки, для лапши, понимаете? Она очень хорошо утягивает, и как бы она эти петли как раз-таки и съедает. Вот. Теперь что у нас дело обстоит с рукавами, как у нас дело? Смотрите, нам сейчас нужно будет снять на дополнительную ниточку. Мы снимаем, у нас было 2 петли, плюс 8 мы прибавили, и плюс 8 с этой стороны прибавили. Итого у нас с вами получается 12 петель, правильно? 12 петель. Вот. Эти петли мы с вами снимем на дополнительную ниточку. И вот здесь нам нужно будет для симметрии, потому что, смотрите, мы снимем, здесь у нас закончится изнаночная, и здесь изнаночная. И когда мы соединим, у нас по порядку получится как бы 4 изнаночных. Нам это не нужно, поэтому мы 2 петли сделаем воздушные.
Вот. И аналогично у нас произойдет с рукавом. Когда мы потом будем вывязывать рукавчик, у нас получится лицевая и лицевая. И то есть, как бы, опять же, нарушится наша лапша. Поэтому как раз вот эти две воздушные петельки, они у нас создадут нашу симметрию и восстановят наш рисунок, то есть 2 через 2. Вот. Поступаем мы следующим способом. Так, мне нужна будет дополнительная ниточка. Я возьму, сейчас найду дополнительную ниточку. Я взяла дополнительную ниточку. Это такая вот хбшечка, толстенькая, да, на иголочку. Ну, мне удобнее с иголочки. Просто приготовила. Их 2 штучки нам понадобится, да. Теперь мы с вами вяжем до наших регланных линий. Вяжем до наших регланных линий. Это 6 петель грудки. По рисунку, как у нас идет, да, и вот они, регланные линии. Мы их тоже провязываем на грудку, сюда она у нас уходит, и снимаем теперь наши петельки, рукава, на дополнительную ниточку. Вот, снимаем. Ввела вас в небольшое заблуждение, не 12, а 18, да, вот я такой считаю, вот, снимаем 18 петель на дополнительную нить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Видите, у нас здесь лицевая на рукаве. С лицевых началось, с лицевых закончилось. Если мы ничего не прибавим, и когда рукавчик соединим, у нас, видите, не в рисунок не попадем. Поэтому 2 петельки мы с вами воздушные наберем. Это, так сказать, петли подреза наши. Дальше, смотрите, чтобы вот тут у нас изнаночная закончилась, да, изнаночная мы закончили. И тут у нас изнаночная начинается. Чтобы рисуночек восстановить нам с вами нашу лапшу, мы на правую спицу, на правую, наберем 2 воздушные петельки. Прям затяните их потуже, просто вот так вот, 1 и 2. Все, эти петли у нас будут сами лицевыми. Это когда пойдет вязание туда вниз, они у нас лицевые. На рукаве, когда мы будем поднимать эти петли уже на рукав, они у нас будут изнаночными. Все у нас сохранится. Вот этот маркер я снимаю. Он уже не нужен, только мешается. Все, продолжаю вязать. Вот эти, сейчас я максимально плотненько попробую провязать. Изнанка. У нас так и идет по рисунку. Изнанка. И так далее. По рисунку мы дальше продолжаем. Вот. У нас с вами, смотрите, получится следующим образом. 60, да, мы с вами насчитали 60 петель, и прибавится 2 петли подреза с этой стороны, 2 петли подреза с этой. 64 петли. Для рисунка такой резинкой 2 на 2 эти петли, 8 петелек, они будут неощутимы. Мало того, что у нас лапша, так еще у нас тут и косы идут. Это как бы 8 петелек неощутимы. Вот, поэтому не переживайте. Но это опять-таки же, это касается, что касается именно вот этого конкретного случая, именно лапши. Ну, я так ее называю, лапша. Конечно, это так, в простонародье, правильно же это называется. Не забывайте вот здесь вот на наших косичках просчитывать ряды. Это 2-й ряд уже идет, потому что тут мы могли еще ориентироваться по прибавкам, да, а сейчас у нас прибавок уже не будет, поэтому нам нужно будет между нашими перекрестами просчитывать обязательно ряды, чтобы косички у нас были одинаковые. Так, смотрите, вот опять я дошла до рукава.
Да, я провязываю 1 изнаночная, снимаю маркер. Еще 1 изнаночная, она у нас на спинку ушла. И теперь точно так же второй ниточкой, да, снимаю второй рукав, вторые 18 петель. Вот. Ку-ку, видите, кто-то все пытается мне о чем-то сообщить. Раз, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Все, вот с лицевых начали, лицевыми закончили. Так, как мы сделаем, да? Давайте сюда сделаем мы 2 точно так же воздушные петли на эту спицу, а продолжим уже мы на этой спице. Потом по количеству петелек, да, 64, надо будет распределить все, ну так, чтобы удобно было, да. Так, тут у нас что? Изнаночные. Вот не люблю с изнаночных начинать, ну ладно, потом мы все перекинем. Изнанка, изнанка, и все, и поехали. Все дальше идет у нас по рисунку, уже все устаканилось, так скажем, да. Все, основную тяжелую работу сейчас мы закончили, этот этап, да. Все, дальше мы вяжем все по рисунку. Вот эти 2 петельки, которые мы с вами набрали, воздушные, они у нас будут идти лицевыми. Все. Никаких сложностей пока нету. Теперь мы возвращаемся к нашему чертежу. Сколько же нам теперь вязать? Мы вяжем без изменения, без ничего. Вот этот этап мы с вами прошли, мы его провязали. Да? Вот это все можно забыть, забыли. Двигаемся сюда. Ширина шага. Вот эта вот величина, ширина шага. От задней части передней лапки до передней части задней лапки. По моим меркам это составляет 14 сантиметров. Значит, я сажусь, иду на свой любимый диванчик спокойно и спокойно вяжу 14 сантиметров, отмеряя, буду отмерять вот от проймы, да, от того, там, где мы сформировали с вами рукава, отсюда мы вяжем 14 сантиметров. Не забываем про наши косички, считать ряды, и через 5 рядов в 6-м ряду мы с вами делаем перекрещивание. Все. Давайте вот это вот свяжем, и на этом нашу часть мы закончим. То есть сейчас я провяжу 14 сантиметров, покажу вам, что получилось, и на этом часть мы эту закончим. Еще скажу вам такое, да, перед началом как бы расслабительного вязания. 64 петли у нас здесь получилось с вами. 64 очень хорошо делится на 4, получается по 16. Смело можно разнести наши петельки по 16 петелек, да, вот, ну, петель на каждую спицу, и спокойно уже вязать. Все. Больше, ну, как бы, в общем-то, все я вам сказала по этой части. Все, вот видите, оно кажется маленьким изделие, но оно очень хорошо тянется. В каких нужных местах оно растянется, в каких нужных местах оно будет вести себя как нужно, то есть туго. Вот. Так что, девчонки, не переживайте, все у нас с вами получится хорошо. Так, ну вот, смотрите, провязала я наши 14 сантиметров, которые, как и планировала, вот. Видите, ровно 14 сантиметров. И смотрится она как... Не буду ничего говорить и комментировать, но оно потом сядет по форме собаки и примет нужную форму. Сейчас форма вот такая вот, сосиски. Вот, ну, теперь у нас самое время распределить на задние ножки. Вот. Вот с этой стороны я вам тоже покажу. Вот косичка наша тоже провязалась, все как нужно, подворот, рукавчики, все у нас как бы ровненько, все как нужно. Но как бы ножки и
что задние, что передние, это как бы долгая песня, поэтому я вторую часть на этом хочу закончить. Единственное, что я вам покажу, как я распределила петельки. Смотрите, вы сделаете то же самое, поставьте маркеры, и тогда мы уже потом с вами встретимся в следующей части. Здесь я раз, два, три, которые у нас были на грудке. Вот это вот 2 изнаночные, это регланная линия. Опять она у нас сохраняется, я разделила пополам. Но единственное, что на задние ножки, если мы на передние брали 2 петли, то сюда я заложила сразу 6 петель на задние лапки. И вот выделила следующую регланную линию, 2 изнаночные. Итого, смотрите, получается у нас здесь 6 петель, 2 петли регланная линия. Это на животик, на пузико, да? Потом опять идет 6 петель на лапку и 2 регланные линии. С этой стороны, так как у нас вот эти изнаночные, это середка получается, значит, здесь мы откладываем 8 петель, да, итого на пузико так и остается у нас 14 петель. Вот эти 2 это регланная линия, потом 6 петель задняя ножка и вот 2 петли регланная линия. Это вот здесь у нас остается с вами это попочка. Будем вывязывать попочку. Вот. Ну, на этом вторую часть хочу закончить я. И встретимся с вами уже в заключительной, в 3-й части.